княжна Екатерина Алексеевна Долгорукова вошла в историю как несостоявшаяся императрица. Будучи невестой юного царя Петра II, она так и не стала государыней. Напротив, бедная девушка пала жертвой амбиций своих властолюбивых родственников, которые рассчитывали через этот брак по расчету добраться до трона. А вот Екатерина не желала этого. Судя по воспоминаниям жены английского резидента леди Ронда, молодая княжна была абсолютно лишена тщеславия, которым страдали ее ближайшие родственники. Но есть и другая версия событий. Будто бы своим гордым нравом и корыстью сама она навлекла свои беды. Есть сторонники как одной, так и другой версии. А вот что из этого всего правда, мы постараемся выяснить. Итак, почему девушку могла не прельщать блестящая перспектива стать императрицей? Да потому что на тот момент она была влюблена в родственника австрийского посла графа Мелизима и даже готовилась выйти за него замуж. Вот что пишет об этом леди Ронда, которая лично была знакома с Екатериной. Она влюблена в брата германского посла. Он щедро награжден природой. Только ему нужно образовать свой ум, чего он, надеюсь, достигнет. Новая знакомка моя, кажется, желала бы вступить в брак вне своего отечества и весьма обходительно с иностранцами. Какой же девушкой была Екатерина? Судя по словам той же Ронда, очаровательной. Однажды я встретилась с молодою дамою, которой также не нравились карточные игры. Она удивлялась этому, как и я. От того ли, что она в этом деле была так же неопытна, или от того, что ее сердце исполнено нежных чувствований. Она чистосердечна, добра, умна и вежлива. Присоедините к этим милым достоинствам 18-летнюю весну ее жизни. И это будет сестра императорского любимца, княжна Долгорукая. Правда, другие современники считают ее чрезвычайно гордой. Однако это не отменяет того факта, что Екатерина не рвалась замуж за Петра II. Но все были схожи в том, что ее отец всеми силами желает женить одну из своих дочерей на императоре. Герцог Лирийский, посол Испании, пишет: Долгорукий таскает своих дочерей во все экскурсии с царем. И там царь по вечерам привык играть с ними в карты. И действительно, Алексей Долгоруков сделал из молодого императора настоящего фаната охоты. Если сложить все его выезды, то за 1728-29 годы он провел на охоте примерно 8 месяцев. Его псарня состояла из 200 гончих и 420 борзых. Иностранные дипломаты не переставали упоминать о почти непрерывных охотах царя. Он мог отсутствовать в столице по 10-12 дней подряд, а иногда и пропадал в лесу месяцами. Его личный рекорд составил 55 дней непрерывной охоты. Князь Алексей Долгорукий доносит Лефорт в октябре. Сделавшийся вторым Меньшиковым старается не допускать кого бы то ни было говорить с царем, тем менее заслужить его доверие. Носятся слухи, что царь скоро женится на младшей дочери Долгорукова. Она начинает ему нравиться. Тем более, что отец устраивает так, что он постоянно около нее. Каждый раз во время охоты царя сопровождала свита из Долгоруковых, не оставляя его ни на минуту. Однажды Лефорт подметил, как какой-то придворный льстец восхвалил подвиг царя, затравившего 4000 зайцев, на что сам Петр иронически сказал: «Я еще лучшую дичь затравил, веду с собою 4 двуногих собак». Маньян, французский посол, также подмечал: благодаря заботам отца они успели привлечь внимание царя, у которого изгладилось нечто вроде страсти, питаемой им к принцессе Елизавете. Вообще, Екатерина слегка отличалась от дам при дворе. В основном из-за того, что первые годы своей жизни провела в Варшаве под опекой своего деда Григория Федоровича Долгорукова, отправленного туда послом. В отличие от женщин 17 века, она не была полузатворницей и отличалась не только своей обольстительной красотой, но и умением ею пользоваться, а также гордостью, с которой она держалась. И кому-то из-за этого могла казаться высокомерной. Петр Лефорт, к примеру, отзывался о Екатерине без всяких похвал, как о личности,
ничем не примечательной. Она некрасива, нелюбезна, и царь, кажется, к ней очень равнодушен. А и вправду, как император относился к своей невесте? Судя по словам очевидцев, холодно. Юноша поддался давлению Долгоруковых. Брат Екатерины, молодой Иван Долгоруков, был его фаворитом и имел на него огромное влияние. К Екатерине Петр не проявлял ни малейшего интереса. Впрочем, Долгоруковые, ослепленные погоней за властью, не придавали этому важному обстоятельству никакого значения. От всего того же Лефорта нам известно об одном примечательном случае при дворе. Однажды, когда царю в игре попал фант, а заранее было условлено, что тот, чей фант вынется, должен будет поцеловать одну из Долгоруких, царь, видя, что это выпало на его долю, встал, сел на лошадь и уехал, и до сих пор не возвращается. Также от него есть и еще одно сообщение. Если отношения жениха и невесты наедине не лучшие, нежели при всех, признаюсь, их будущее счастье незавидно. На балу я не видел не только, что царь был любезно внимателен к своей невесте, даже и не говорил с нею. Я не замечал никакой разницы между отношением царя к своей невесте и княжной Меньшиковой. Не знаю, правда ли, но, на мой взгляд, ни он, ни она не желают брака. Княжна, говорят, влюблена в другого, но в кого – неизвестно. Одним словом, я никогда не видал таких холодных отношений. Мне известно, что царь понужден был отправиться к своей невесте. В сторону нежелания Петра жениться говорится и в послании французского поверенного, который в одном из своих писем сообщает, что Государь был на прошлой неделе у старой царицы по случаю ее тезаименинства, праздновавшегося в монастыре, и она отчасти пыталась выведать его мнение относительно брака, на что государь ей решительно отвечал, что он не чувствует еще никакого расположения к браку. Но, несмотря на это, 30 ноября 1729 года состоялось обручение Петра II и Екатерины Долгоруковой. На тот момент императору было 14 лет, невесте 17. Девушка получила почетный титул ее императорского высочества. Казалось, все благоприятствовало планам Алексея Григорьевича, отца Екатерины. При дворе уже вовсю циркулировали слухи, как Долгоруковы уже распределили между собой высшие должности в государстве, словно хотели, по примеру опального светлейшего князя Меньшикова, стать полудержавными властелинами. А как держался Петр? Ведь он опять оказался игрушкой в чужих руках. Только что, избавившись от опеки Меньшикова, он попал под влияние его противников, которые также рвались к власти. Он злился на свое бессилие, потому что не мог стряхнуть с себя это новое иго. Да и как это было сделать? Ведь он сам психологически привязался к Ивану, который угождал всем его прихотям. Есть еще один момент. Возможно, Екатерина уже была беременна от Петра, и это-то и не давало ему разорвать помолвку. Но и враги Долгоруковых не дремали. Известно, что Петр тайно обсуждал брак с Эстерманом, который его отговаривал. Жаловалась ему на Долгоруковых и тетя Елизавета, будущая императрица Елизавета Петровна. При дворе же поползли новые слухи. Возможно, Петр передумает, царь начинает стряхать с себя иго, докладывают иностранные дипломаты ко своим дворам. Однако в январе 1730 года Петр II заболел оспой. Ситуация была критическая. Государь находился на грани жизни и смерти. В случае его кончины Долгоруковым грозил полный крах. Что же предпринял в этой ситуации Алексей Григорьевич? Он решил срочно обвенчать дочь с больным царем, прямо у его постели. Какие были шансы у Екатерины? На первый взгляд, никаких. Слишком уж много врагов было у Долгоруковых. Однако, это была эпоха дворцовых переворотов, когда успех зависел не столько от закона и права, сколько от дерзости авантюристов. Ведь возвел же Меньшиков на престол Екатерину I при наличии внука и дочки великого императора, конечно. И Долгоруковы дошли до того, что даже подготовили поддельное завещание в пользу Екатерины. После смерти Петра II на совете по выбору наследника Алексей Григорьевич показал бумагу, некое письмо, якобы Петра II завет.
которую Верховный Совет проигнорировал. Если учесть версию о беременности, могло и сработать. После воцарения Анны Иоанновны для Долгоруковых настали черные дни. Их обвинили в небрежении о здоровье Петра II и отправили в ссылку. Но опять-таки, по одной из версий, после того, как у Екатерины случился выкидыш 1 апреля, это была девочка. А 12 апреля 1730 года вместе с родителями Екатерину отправили вначале в свою пензенскую вотчину. Ну а на полпути сопроводили уже под конвоем из 24 молодцов в Березов, где ее, казалось, ждала участь предыдущей невесты Петра II Марии Меньшиковой, скончавшейся здесь же в январе этого же года. Непонятно, была ли эта ссылка задумана изначально, или была назначена Долгоруковым Бироном, и, возможно, из-за Екатерины. Дело в том, что дворяне путешествовали по обычаю того времени с максимально возможным комфортом. Также уехали они на своих собственных лошадях, в сопровождении сотни слуг и со сворой охотничьих собак. Они часто останавливались, чтобы отдохнуть и поохотиться, и в итоге остановились в одном из поместий жены Алексея Долгорукова, расположенном примерно на полпути, недалеко от Касимова, на несколько недель. Якобы из-за Екатерины. Как мы помним, по одной версии, у девушки случился выкидыш, и ее здоровье требовало ухода. Вот для этого они сделали вынужденную остановку. Но Бирон представил императрице это временное пребывание как формальное неповиновение ее приказу. И 12 июня появился новый указ, и князь Алексей с семьей из-за этого был сослан в Березов. Об этой остановке и нелегкой дороге подробно написала Наталья Долгорукова, урожденная Шереметьева, супруга брата Екатерины Ивана. Но о ее причинах не сообщила. Кроме прочего, она рассказала, что обращались с ними жестко, но уважительно. Добирались они по суше, по воде и через горы. А более подробно можете прочесть в записках самой Натальи. Итак, как вы понимаете, жизнь ссылки не может быть в радость. Но все же Долгоруковы вполне сносно жили всей семьей в Березове. У Ивана и Натальи там родилось 2 сына. Семья не скучала, ходили и на свадебные пиры, и на крестины к воеводе Бобровскому, да и не только к нему. Принимали у себя разных гостей и священнослужителей угощали. Вели беседы, что и вышло им боком. Сибирский губернатор доносил кабинету министров о том, что Иван и Николай Долгоруковы живут несмирно и между собой чинят драки. Также и живущих при них служителей бьют жесточайшим боем. Астерман получил это донесение 2 октября 1735 года и отреагировал на него мгновенно. Отправил в тот же день указ с повелением ссыльным жить кротко и угрозой развести в разные места и содержать под крепким караулом. Последней каплей стал некто Тишин, березовский подьячий, по другой версии Иосиф Тихин, таможенный служащий. Он настрочил на них донос, что, мол, Долгоруковые нелестно отзываются об императрице и господине Бироне. Есть также версия, что Екатерина сама виновата. Якобы она вела распутный образ жизни. И в Березове у нее был роман с лейтенантом из охраны, неким Овциным. И дело было в том, что Тишину глянулась Екатерина, и он сделал ей непристойное предложение. А она пожаловалась офицеру из охраны, тому самому Овцину. Тишина хорошенько проучили, а он злобу затаил. В общем, вполне типичная история. Но опять-таки, основана эта версия на слухах. Верите или нет – ваше дело. Мне она кажется вполне вероятной. А вскоре к ним приехал проверяющий, гвардии капитан Ушаков. Да, тот самый выдающийся наш адмирал. Кстати, один из моих самых любимых исторических героев. Он провел нужные изыскания и уехал. Ивана бросили в Острог, а через 3 месяца на корабле увезли всех братьев на суд в Тобольск вместе с сочувствующими им. Всего их было 27 человек. Из них 1 майор из охраны, 5 священников и дьяк. Всех братьев, кроме Ивана, осудили и высекли. 2 лишили языка и отправили на каторгу. Лишь Алексей послан был служить матросом на Камчатку. Ивана же из Тобольска отправили в Шлиссельбург,
и уже там он был приговорен к казни за составление поддельного завещания Петра II. Из этого-то донесения и стали известны подробности неудачного заговора. Казнили его вместе с дядьями своими Сергеем и Иваном Григорьевичами Долгоруковыми в октябре 1739 года под Новгородом. Думать, что императрица и ее фаворит не знали о завещании ранее или хотя бы не подозревали, уж совсем их за глупцов держать. Просто на момент ссылки они еще не стояли столь крепко, чтобы начать головы рубить потомкам Рюрика. Ну а пообжились и решились. Что же касается сестер и самой Екатерины, то они еще оставались в Березове, по крайней мере, до этого указа. По именному ее императорского величества, за подписанием ее императорского величества руки, указу повелено князя Алексея Григорьева, сына Долгорукова, имеющихся в ссылке в городе Березов дочерей Катерину, Елену и Анну разослать в сибирские дальние места, в разные девичьи монастыри, и в тех монастырях по обыкновению постричь их в монахини, и настоятельницам тех монастырей иметь и содержать их под наикрепчайшим присмотром. Велено из вышеупомянутых девку Екатерину, когда оная привезена будет в Томск под караулом, то в Томском Рождественском монастыре постричь себе архимандриту Лаврентию в монахине по обыкновению. Интересно, что Анна Иоанновна, на тот момент скончавшаяся 28 октября, этот указ не подписывала, а сделал это окончательно захвативший власть ее фаворит Берон, став регентом при малолетнем Иване VI Антоновича. Указ был написанным 9 ноября, а тем же вечером его свергли. Но после этого Анна Леопольдовна его почему-то не отменила. Согласно запискам Долгорукова Петра Владимировича, которые были изданы им в Женеве в 1867 году, Екатерину постригли в монахине в Горицком монастыре, а жила она у входа на Черный двор, где стоял небольшой деревянный домик с маленькими отверстиями вместо окон. Дверь его была окована железом и заперта на висячий замок, и держали ее там как колодницу, и видела Екатерину только настоятельница и надзирательница. По его сообщениям, в монастырях с колодницами не церемонились. Использовали кандалы, палки и плети. Однажды надзирательница попыталась наказать Екатерину Долгорукову, замахнувшись на нее четками. Но княжна гордо заявила: «У ваш свет и во тьме, я княжна, а ты холопка», чем смутило ее, и та вышла. Позже в монастырь приехал генерал, вероятно, Андрей Иванович Ушаков, который захотел увидеть тюрьму и колодниц. Когда он увидел Долгорукову, она не встала с кровати и грубо отвернулась. Генерал, разгневанный, приказал игуменье более строго следить за заключенной. В результате единственное окошко в ее камере заколотили, и к тюрьме боялись подпускать кого-либо. Так, в темноте и одиночестве княжна Долгорукова провела почти 3 года в Горицком монастыре. Об этом же, кстати, сообщает в своей работе Ируф Гаврилович Игнатьев в 1866 году. Так что, скорее всего, Петр Долгорукий просто скопировал его слова, что было не редкостью для того времени. Также у Игнатьева есть цитата, якобы списанная с подарка Екатерины монастырю. Лето 744 марта в 10-й день сию книгу пролог, содержащую жития святых угодник, дала в дар в обитель Воскресения Христова Горицкий девичий монастырь на Белом озере в память своего пребывания княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая. В оригинальных французских записках Петра Долгорукова ее нет, как и сообщений о самом подарке. Где сегодня эта книга, мне выяснить не удалось. Да и была ли она вообще? А если и была, то, может, была просто подписана без отчества. Если вам что-либо известно на сей счет, то прошу, напишите об этом в комментариях. Мало ли среди нас есть работники архивов и музеев, вдруг она хранится у вас. А также хочу напомнить, что мы публикуем свои выпуски в ВК-видео раньше, чем в других соцсетях. И если вы зададите свой вопрос там, то гарантированно получите на него быстрый ответ. Итак, как мы видим, сообщение о постриге Екатерины Алексеевны в Горицком монастыре расходится с указом, зачитанным ранее.
и с реальным местом ссылки Екатерины Алексеевны. Они никак не связаны. Да и вообще, явно пытаются вызвать порицание, указывая на бесчеловечное содержание в русских монастырях. Но тут, я думаю, сыграла натура оппозиционера Петра Долгорукова к российской власти. Одним словом, инагент. Но, конечно, если учесть, что и у Игнатьева написано то же самое, то, скорее всего, дело просто в ошибке. Но не мог же он просто все это выдумать. Или мог? Стараясь найти для себя верный ответ, я обнаружил, что речь здесь может идти о Екатерине Долгоруковой, но не Алексеевне, а Сергеевне, отца которой казнили вместе с Иваном Алексеевичем под Новгородом в 1739 году. Она была младше царской невесты на 10 лет и вполне могла проявить юношескую несдержанность. Также на это указывает и срок содержания – 3 года. Плюс ко всему, дело Долгоруких вел как раз Андрей Иванович Ушаков. Он, если что, не родственник адмирала Ушакова, на тот момент еще капитана, который в составе комиссии вел дело в Тобольске. И вот вопрос, знал ли об этом Петр Долгоруков, когда писал свои записки, или он специально решил прибавить важности своим словам, заменив юную княжну на хоть и несостоявшуюся, но императрицу? Пишите ваши версии в комментариях. Ну а настоящую Екатерину, согласно указу, в 1740 году из Березова перевели в Томск, где поместили в Рождественском девичьем монастыре и спешно постригли. Хотя и тут до конца не ясно. Согласно правилу, постриг должен был делаться при свидетелях, и о чем должно было направиться донесение. Но в донесении о выполнении указа информации о постриге нет. Как нет и нового имени, как обычно это было принято. К примеру, Софью сделали Сусанной, а из Евдокии – Елену, а тут ничего. В итоге остается неясным, был ли постриг Екатерины Долгоруковой, или она просто жила в монастыре мирянкой. И, несмотря на статус императорской невесты, жила там очень бедно. Согласно сохранившимся историческим сведениям, княжна содержалась в одной из 6 или 7 келий небогатого монастыря. Это были не более как бедные деревянные избушки, похожие на мещанские или крестьянские бани. Окна у них были маленькие, стены были голые, иногда не обтесанные, бревенчатые. Всю мебель келий составляли простой, грубой работы, некрашенный столик, да 2-3 такие же стула. Или вместо их скамейка и 2 вдоль стен лавки, из которых одна вместе с представляемой скамейкой служила обитательнице кельи вместо кровати. В той же келье помещалась старуха-надсмотрщица, а нередко, особенно в ненастье и холод, и караульный солдат. Согласно этому источнику, караул за княжной был самый крепкий, строгий. Питалась она подаянием сердобольных жителей города. Иногда ей разрешали подниматься на монастырскую звонницу, откуда открывался вид на Томск. Иногда она выходила в город просить милостыню для монастыря и для себя. Сломило ли ей несчастье царскую невесту? Судя по рассказам томских старожилов, зафиксированным в старинных источниках, Екатерина Алексеевна в заточении сохранила полное самообладание. Порой она даже демонстрировала свой гордый нрав, которым даже смущало томское начальство. В таком тяжелейшем положении Екатерина Алексеевна прожила год. В 1742 году вошедшая на престол Елизавета Петровна освободила пленницу. Княжна не озлобилась на свою тяжелую судьбу и на молитвенную память подарила монастырю украшенную икону святой великомученицы Екатерины. Добрая дочь Петра I вернула ей фамильные права, семейные имения, пожаловала ей звание фрейлины и выдала ее в декабре 1745 года замуж за генерал-майора, крестника Александра Даниловича Меньшикова, графа Александра Брюса. Однако молодая женщина недолго наслаждалась жизнью на воле. Во время поездки в Новгород для поклонения останкам казненных родственников простудилась и умерла. Это произошло в 1747 году. Бывшей царской невесте было только 35 лет. Также якобы перед своей смертью Екатерина повелела сжечь все свои платья, дабы они никому не достались, что также подчеркивается в частности Петром Долгоруковым как указание на ее высокомерие. На мой взгляд,
Это могло произойти, если Екатерина умерла от оспы, что в то время гуляло по стране. И вот в этом случае по правилам ее платье могли и сжечь. Можно ли считать Екатерину Долгорукову жертвой политических интриг? Или она поплатилась за свою нерешительность, когда поддалась давлению отца и изменила своей первой и единственной любви? Пишите свои ответы в комментариях. До новых встреч! С вами был Дмитрий и канал ВОХ.